Здорово, YouTube! Во второй половине марта мир увидел обновленную версию A-серии от Samsung A52 и A72. A52 я уже успел сравнить с Xiaomi Mi 11 Lite. Там мы поговорили о его достоинствах и недостатках. Ну а сегодня давайте поближе познакомимся с его старшей версией A72. Забегая наперед, отмечу, что за год смартфон заметно подтянулся и теперь оснащен набором флагманских фишек, которые раньше были доступны только топовым устройствам. Сразу авансом подпишись на канал и поставь лайк, чтобы не пропускать новые выпуски. А теперь давай посмотрим, что же это за зверь Samsung Galaxy A72. Поехали! Комплект Galaxy A72 вполне стандартный. Смартфон, зарядное устройство, кабеля, скрепка для слота и бумаги. Ничего нового. Все как обычно, лаконично. Новая А-серия получила другой дизайн. На телефоны прошлого поколения он точно не похож. Понятно, что внешность каждый оценивает по-своему, но мне новый стиль понравился. Основные элементы дизайна А-серия позаимствовала у флагманской линейки Galaxy S, которая в этом году задала моду на обновленное оформление основной камеры. И наконец-то вместо глянца используется матовый пластик. Материал не скользкий, не пачкается, телефон всегда выглядит хорошо. И даже не обязательно прятать его в чехол, и смотрится он намного лучше предшественников. Доступна эта красота в 4 цветах. Для любителей классики оставили традиционный белый и черный, а любителям чего-нибудь более яркого серия предлагает пастельно-голубой и фиолетовый. За матовый корпус могу только похвалить. А вот глянцевые рамки, которые в скором времени скорее всего поцарапаются, не показались мне такой уж хорошей идеей. Рамки, кстати, вокруг дисплея на первый взгляд кажутся чуть более крупными, чем были у A71. Но они более равномерные, нижняя грань не выглядит такой контрастной. А в вырезе под камеру решили ничего не менять и оставили отверстие посреди экрана с тонкой серебристой окантовкой. Размеры в Galaxy A72 относительно A71 изменились незначительно. Телефон стал чуть крупнее, но разницу можно легко объяснить. Но главное достояние A72 кроется в защите от воды и пыли по стандарту IP67. То есть он может пробыть на метровой глубине до 30 минут. Теперь можешь не бояться уронить его в ванну или унитаз и спокойно разговаривать со своей любимой или любимым под дождем. Аккумулятор увеличенной емкости тоже станет огромным плюсом, но об этом чуть позже. Экран A72 защищен стеклом Gorilla Glass 5. Гибридный слот для сим-карт или одной сим-карты и карты памяти расположен сверху. И тут придется выбирать между двумя симками или симкой и флешкой. И это записываем в минусы. На противоположной стороне находятся основные разъемы 3,5 мм и USB Type-C для зарядки. А также основной динамик и еще один микрофон. Левый торец остался без каких-либо элементов, а справа традиционно разместились кнопки питания и кнопки громкости. Подэкранный сканер отпечатков пальцев по-прежнему срабатывает не очень быстро. Когда вам потребуется разблокировать экран, нужно прикоснуться пальцем и подождать пару секунд, а не убирать его сразу же. Иначе датчик не успеет определить касание и придется вводить пин-код. В качестве безотказной опции можно использовать разблокировку по лицу. Но этот метод не такой уж надежный. С каждым новым поколением телефон увеличивает и размер экрана. В случае с Galaxy A72 диагональ осталась прежнего размера. Все тот же внушительный Super AMOLED 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 и поддержкой частоты 60 или 90 Гц. Плотность пикселей здесь 393 ppi, а максимальная яркость составит 800 нит. Конечно, флагманская S-серия пошла дальше и предлагает 120 Гц и адаптивную смену частоты экрана. Но для среднеуровневой линейки это более чем. Углы обзора, конечно, не самые лучшие. И в целом тут не самый крутой дисплей. Но в общем пользоваться им нормально. В качестве процессора используется Snapdragon 720G, а не 730, как стоял в Galaxy A71 год назад. Впрочем, в бенчмарках цифры плюс-минус такие же, а по общим ощущениям телефон работает все так же плавно и быстро. Объем памяти остался прежним. У базовой версии получаем 6 гигов оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. В продвинутой же версии 8 гигабайт АЗУ и 256 гигов встроенной. На борту 11 Android, если говорить о производительности, то смартфон показывает себя вполне резво. Однако заметного прироста мощности я не заметил. В играх все вполне предсказуемо, тянет, считай все. Разве что в самых прожорливых приложениях графику придется подкрутить. Если в A71 в игры порубиться было сложновато, то в A72 поиграть в танчики или PUBG на средних настройках получится легко.
Еще одно заметное улучшение коснулось и звука. В новом поколении мы получаем уже стереозвук вместо моно. Он стал значительно лучше, однако некоторый дисбаланс присутствует. Дело кроется в разной мощности динамиков и разной их направленности. Но как бы там ни было, это на голову выше, чем обычный монозвук. В недрах настроек можно найти стандартные функции для улучшения звучания. Камеры на Galaxy A72 находятся на хорошем уровне и наконец-то получили оптическую стабилизацию. Начнем с того, что сенсоров здесь 4, в числе которых основной на 64 мегапикселя f1.8, сверхширик на 12 мегапикселей f2.2 с углом обзора 123 градуса, телеобъектив же с разрешением 8 мегапикселей и f2.4, а также есть трехкратный оптический зум и макросенсор на свои скромные 5 мегапикселей и f2.4. В приложении камеры предусмотрено множество режимов для разных типов съемки. Для видео здесь есть стандартный режим универсал, также есть Pro режим, гиперлапс и замедленная или сверхзамедленная съемка. Кстати, основной сенсор позволяет снимать 4К 30 FPS. Для фото классический режим, ночь, макросъемка, ручной режим, портрет, а также режим мультикадр и куча других. Из нового появился фан режим, который использует фильтры Snapchat. Возможности основного сенсора довольно интересные. В первую очередь это касается ночной съемки. Днем оба справляются хорошо. Конечно, на ночных кадрах бывают засветы, а также не хватает контраста и детализации. Кадры заметно высветляются. И чем дальше от центра снимка, тем больше размывается изображение. Но при должной сноровке из нее можно выжать что-то приличное. Широкоугольный сенсор с углом обзора 123 градуса, на удивление, тоже довольно неплох. Он дает более теплое и контрастное изображение по сравнению с основным 64 мегапиксельным модулем, что в ночной съемке иногда бывает уместно. Не скажу, что ширик прям таки удивляет, но в некоторых случаях при съемке в ночное время сделанные с его помощью фото показались мне более интересными. Фронтальная камера на 32 мегапикселя со светосилой f2.2. Здесь все точно так же, как в A52 и в прошлогоднем A71. Как обычно предусмотрен режим одиночного и группового селфи, есть некоторый набор для изменения внешности, а также всевозможные фильтры. Камеры, по-моему, нормальные. Samsung обещает 2 дня полноценной работы, но на деле все не совсем так. Но на сутки-полтора хватает легко. Телефон поддерживает зарядку до 25 Вт. Скорость хорошая, за полчаса смартфон заряжается на 50%. А вот чтобы зарядить на 100%, вам понадобится 1,5 часа. Беспроводная зарядка тут так и не появилась. А емкость аккумулятора выросла на 10% относительно Galaxy A71. Теперь используется батарейка на 5000 мАч. Но нужно учесть, что 90 Гц экрана более активно расходует заряд батареи. Для экономии можно вернуться на стандартные 60 Гц. Но зачем? Из недостатков могу пожаловаться на сканер отпечатков пальцев. Он все такой же тормознутый и медлительный. В целом новинка вышла довольно интересно, но в среднем классе ей хватает конкурентов. Например, Samsung Galaxy A52 или Xiaomi Mi 11 Lite. Обзор на них, кстати, можешь посмотреть вот тут. Смартфон подрос в цене, но оправдывается это стопкой крутых флагманских обновлений. Защита от воды по стандарту IP67, стереозвук и более интересные камеры с оптической стабилизацией. Прогресс, как говорится, налицо. Смартфон однозначно достоин своего внимания. А что вы думаете о новой серии А-линейки от Samsung? Напишите, пожалуйста, в комментарии. А с вами был Пшеничный, Samsung Galaxy A72. Увидимся в следующем видео.